Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Мария, и этот канал создан для тех, кто изучает русский язык, кому интересно и кому нравится читать и слушать истории на русском языке. И сегодня в этом видео я вам расскажу сказку. Написал ее Эдуард Успенский, русский писатель, а называется она «Дядя Федор, пес и кот». Вам знакомо слово «пес»? Что оно значит? Наверняка вы знаете слово «собака». Мы можем сказать «собака» или «пес». Эти слова синонимы. Итак, Эдуард Успенский написал сказку под названием «Дядя Федор, пес и кот». Это русский писатель, он написал очень много рассказов для детей. Наверняка вам знаком такой персонаж, как Чебурашка. Маленький зверек с большими ушами. Так вот, его тоже создал Эдуард Успенский. И, кстати, на канале есть видео, в котором мы читаем небольшой отрывок из этого рассказа. Я оставлю ссылку наверху, и если вам это интересно, то можете посмотреть это видео. А сейчас давайте я вам расскажу, о чем сказка «Дядя Федор, пес и кот». О чем этот рассказ? О маленьком мальчике, которого зовут дядя Федор. Сколько лет этому мальчику, мы не знаем. В книге об этом не написано. Итак, маленький мальчик однажды встречает говорящего кота по имени Матроскин. Говорящий кот – это значит, что он умеет говорить. И дядя Федор и кот Матроскин становятся друзьями. Дядя Федор отводит его к себе домой, чтобы кот Матроскин жил у него дома. Но мама против этого. Она не хочет, чтобы кот жил у них дома. Тогда дядя Федор решает уйти из дома и жить в деревне вместе с котом. Почему он так решает? Потому что ему очень нравятся животные, и Матроскин теперь его друг. Итак, он уезжает в деревню и там знакомится с псом, с собакой, которого зовут Шарик. И теперь они втроем живут в деревне в одном доме. Происходит очень много разных событий, разных приключений в деревне. Но потом приезжают родители дяди Федора, потому что они его находят, они узнают, где их сын, и увозят его домой. Вот вкратце я вам рассказала, о чем этот рассказ. А теперь давайте мы его с вами послушаем. Вы сможете увидеть на экране текст на русском языке, а также его перевод на испанский и английский языки. Это новый формат видео. И мне помог создать его один подписчик на канале, и я его очень благодарю за
это большое спасибо. А вы, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам этот новый формат видео. Было ли вам удобно слушать, читать по-русски, а также видеть перевод незнакомых слов и выражений на вашем языке. А также я приглашаю вас в мой телеграм-канал или в сообщество Patreon, где я публикую много материалов. Ну а теперь давайте же будем слушать эту интересную сказку, а я с вами прощаюсь до следующего видео и жду ваших комментариев. Пока-пока. Эдуард Успенский. Дядя Федор, пес и кот. Дорогие ребята, эту сказку я сочинил не один. Мне помогали ее придумывать такие же ребята, как вы. И если вам что-то в ней не понравится, вы на меня не сердитесь, а сердитесь на своих друзей и смело допридумывайте все, что хотите. А теперь начинаем. У одних родителей мальчик был. Его звали дядя Федор, потому что он был серьезный и самостоятельный, и все умел делать. Однажды идет дядя Федор по лестнице и бутерброд ест. А на окне кот сидит. Кот говорит: «Неправильно ты бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо его колбасой на язык класть». Дядя Федор попробовал, и вправду вкуснее. Он кота угостил и спрашивает: «А кто тебя разговаривать научил?» «Да так», — говорит кот, — «где слово запомнишь, где два. Сейчас без языка нельзя, пропадешь сразу». И пошли они к дяде Федору жить. Кот пообедал у мальчика и весь день под диваном спал, как барин. Его звали Матроскин, потому что у него все дедушки и бабушки на кораблях плавали. А вечером папа с мамой пришли. «Чтобы этого кота у нас не было», — сказала мама. А папа говорит: «Пускай живет». «Нет, не пускай», — говорит мама. «Если тебе этот кот так нравится, выбирай. Или он, или я». Папа подумал, а потом маму выбрал. «Я, — говорит, — с тобой давно знаком, а этого кота в первый раз вижу». А дядя Федор никого выбирать не стал. Он решил из дома уйти вместе с котом. Утром он посадил кота в сумку и ушел. А на столе записку оставил: «Мама с папой, я вас очень люблю, но зверей я тоже люблю. Я ухожу от вас и буду жить в деревне вместе с котом». В деревне в это время новый дом построили, как в городе. Поэтому много маленьких домиков освободилось, а мебель в них осталась, и огороды, и даже куры кое-где. Выбрал себе дядя Федор домик
и стал там с котом жить. И тут к ним пес прибежал. «Здравствуйте», — говорит, — «меня зовут Шарик. Можно я буду у вас жить? И я могу картошку лапами окучивать, посуду облизывать и дом охранять». «А у нас охранять нечего», — говорит кот. «Ты к нам приходи, когда мы разбогатеем». Но дядя Федор оставил Шарика. Пускай живет, собаке тоже дом нужен. И стали они жить втроем. Однажды кот говорит: «Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить». «А где денег взять?» — спрашивает дядя Федор. «Как где? А давайте мы клад найдем». И пошли они клад искать в большую пещеру, где раньше разбойники жили. Разбойники всегда лишние деньги в землю закапывали. Дядя Федор стал копать, и эти деньги нашел в сундуке. Кот Матроскин сразу корову купил. «Это, — говорит, — моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки». Он взял косу и пошел сено запасать на зиму, а корова к окну подошла. Как вытащит из дома новую скатерть с цветочками и давай жевать. «Ты что это делаешь?» — кричит Шарик. «Ты что, с ума сошла?» Ухватился он за другой конец скатерти и не дает корове жевать. А тут дядя Федор идет с покупками. Коту он матроску купил, а Шарику ошейник с медалями. «Что это вы за игру затеяли с новой скатертью?» А они молчат, только на него глаза таращат. И он все понял. Вытащил ремень из брюк, да как хлестнет глупую корову. Она на него с рогами. Шарик корову за хвост схватил, не дает бодать дядю Федора. А тут кот идет. «Что это вы за игру затеяли с новой коровой? И я ее не для того покупал, чтобы вы ее за хвост тянули». Шарик хотел ему все объяснить, и хвост коровий выпустил. Мурка как замычит и на кота. Разгорячилась она. Еле-еле кот на крышу залез. Он сразу перестал сердиться и сказал: «Ничего себе я корову купил! Придется ее около дома на цепи держать, как козу, а то житья не будет». Так дядя Федор и жил в деревне. Жил хорошо, только он переживал все время, что папы с мамой рядом нет, и решил он им письмо написать. «Дорогие мама и папа, я живу хорошо, все у меня есть, и корова, и овощи, и яблоки в саду, и дом. Только мне в моем доме все равно домой хочется, к вам, иногда». Тут дядя Федор увидел, что деревенские ребята змея запускают, и пошел к ним. А коту велел письмо дописывать. Кот взял карандаш и дальше пишет.
Молоко у меня всегда стоит на полу, в мисочке. И еще я люблю на печке валяться. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Он не знал, что дальше писать, и передал карандаш Шарику. Дальше Шарик писал: «Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный, и лохматость повысилась. И я теперь могу зимой на снегу спать». Как папа с мамой письмо дяди Федора прочли, так сразу в обморок упали. Потом увидели по штемпелю на конверте, что письмо из деревни Простоквашино. Они скорей в эту деревню письмо писать. Нет ли у вас такого мальчика? А в деревне почтальон был, Печкин. Он письмо получил и пришел в гости к дяде Федору чай пить. А сам незаметно у него пуговичку отрезал от курточки, чтобы послать ее маме. Если эта пуговичка ваша, значит и мальчик ваш. А тем временем осень пришла. Надо было дяде Федору в лес за дровами ехать. Он решил машину купить. А продавцы его отговорили: «У нас такие дороги, что придется вашу машину трактором вытаскивать. Вы уж лучше сразу трактор покупайте». И дядя Федор трактор купил. Тыр-тыр Митю. Тыр-тыр – это сокращенно трактор, а Митя – это модель инженера Тяпкина. Этот Митя бензина совсем не признавал. Он на супе работал и на картошке. Он у каждого дома останавливался, откуда вкусно пахло. Они на нем вот так ездили. Приехали они в лес, и вдруг дяде Федору жалко стало деревья. Он говорит коту: «Давайте мы лучше будем хворост собирать». А кот возражает: «От хвороста не тепло, а треск один». Но Шарик тоже за лес заступился. Тогда кот решил письмо написать ученым, чтобы они ему солнце прислали домашнее, электрическое. Пусть в доме и без печки тепло будет. Через несколько дней посылка пришла. Вернее, Печкин пришел с посылкой. «Вашему коту, — говорит, — посылка. Только я ее не отдам, потому что у кота документов нету». «Как нету? Лапы, хвост и усы. Вот мои документы». «А у документов всегда номер бывает. Есть у вас номер на хвосте?» Тогда дядя Федор пригласил Печкина чай пить. Печкин сел, но на посылку не слезает. Кот конфеты подальше поставил, чтобы Печкин за ними потянулся и про посылку забыл. А он просит: «Подайте мне эти конфеты, они мне очень нравятся». А у дяди Федора галчонок жил, хватай-ка. Дядя Федор его лечил. Он со шкафа слетел и у Печкина конфету из рук стянул. И на улицу. Печкин за ним.
это моя конфета. А пока он за хватайкой бегал, дядя Федор, пес и кот посылку вскрыли, солнце достали, а вместо него грибов сушеных положили. Пусть Печкин отошлет обратно ученым. Печкин вернулся и посылку на почту унес. А они домашнее солнце к потолку подвесили. В доме у них тепло-притепло сделалось. Дядя Федор даже загорать стал. И тут беда получилась. Пошел он синиц кормить, а обуваться не стал. Босиком по снегу прошел и простудился. Температура у него 39. Он в кровати лежит. Кот его чаем поет с вареньем. Пес в магазин побежал за медом. А дяде Федору все хуже. Он говорит: зря я из дома ушел. У мамы с папой я бы никогда не заболел. А если бы заболел, то сразу вылечился бы. Кот говорит: я в город за врачом побегу. Тут вдруг кто-то в дверь постучал. «Это папа с мамой приехали!» — кричит дядя Федор. И вправду, папа с мамой. Папа говорит: я в город за лекарствами поеду. «Как же ты поедешь?» — спрашивает мама. «Поздно уже, автобусы в город не ходят». «А трактор на что?» — кричит Шарик. «Сейчас мы его покормим супом и живо съездим». А кот с мамой за дядей Федором ухаживают. Маме неудобно стало, что она такого хорошего кота из дома выгнала. «Вон вы какой хороший! Вы даже чай кипятить умеете!» «Подумаешь, чай!» — говорит Матроскин. «Я еще и вышивать могу, и даже на машинке шить». Утром дядя Федор почти здоровым был. Мама говорит коту и Шарику: «Поехали с нами в город жить». А они отвечают: «Нет, не можем. У нас здесь целое хозяйство. И корова, и трактор. Их что, тоже в город брать? Уж лучше вы к нам по воскресеньям сами приезжайте». А тут голчонок-хватайка со шкафа слетел и у дяди Федора градусник утащил. Папа кричит: «Ой, температура улетела, лови ее!» Поймали температуру, смотрят, а она нормальная, 36,6. Хватайка со мной в город едет, мне с ним веселее будет. И поехали они в город. А через несколько дней из города посылка пришла. В ней был приемник для Шарика, маленький, чтобы он в будке новости слушал, и бескозырка для кота, и 100 лотерейных билетов для почтальона Печкина. Почтальон мотоцикл по лотерее выиграл и с тех пор совсем не вредным стал. Вот какую историю, дорогие зрители, сочинили мы с ребятами. Вы смело можете исправлять ее и дополнять, и продолжать, как вам хочется. И то, что у вас получится, расскажите вашим младшим друзьям. Наверное, им будет очень интересно.